Я надеюсь, смогу, Боб. Окей, я сейчас передам показания мощности батареи ровера снаружи, если хочешь. Передаю. Температура все еще около 14 по Цельсию, а мощность около 28 вольт снаружи. Эй, у нас появилась картинка 17. У нас есть картинка. Джек, ах, как тут красиво, детка. И это все для вас. Я надеюсь, видео сейчас заработало. Да, заработало. Я надеюсь, оно снимает. Вы об этом узнаете. Эй, видео пошло. Картинка ожила. Окей, Боб, я схожу за контейнером SRC-1. Ребята, не могли бы вы при возможности проверить ваши скафандры и EMU? Окей, у командира давление 0,3 бар с плюсом. У меня должно быть воздуха осталось процентов 80 и никаких тревожных индикаторов и никаких сигналов. Принято. Окей, у пилота LMP около 80. Дайте-ка посмотрю. 75, около 80% кислорода. Индикаторов и сигналов нет. У меня 83%. Окей, принято. И вы наверняка достали оборудование для ровера уже. Да, МакХелен, кассета H вставлена. Принято. МакСинтия, кассета C вставлена. Окей, Боб. Контейнер SRC-1 открыт. МакГейл, кассета G внутри. Джек, посмотри на эти контейнеры SRC. Они не хотят надежно прикрепляться к этому креплению. У них всегда такая проблема. Окей, Джек, ты достал кассету? Окей. Что у МакЧарли, кассета S? Подтверждаю. Окей, и мы еще не получили показания твоего манометра. О, правда? Ну, может быть, это потому, что я не передавал еще вам. 0,27 бар. Неудивительно, так много работы. Продолжаем дальше. Принято. Ладно, Боб, этот контейнер SRC-1 не хочет вставляться в крепление МИЗа. Дай-ка еще попробую. Окей, наконец вставилась. Окей, Боб. Контейнер закрыт. Кажется, он все равно не очень хорошо держится. Но органический тестер запечатан. Принято. Я полагаю, ты веришь, что мы сейчас здесь, да? Теперь мы верим, что ты здесь. Мы видим вас лично. Окей, Боб. Крышка контейнера SRC раскрывается. Она медленно подпружинивает. Кажется, я ничего не могу с этим поделать. Я мог бы ее прикрыть от солнца материей от крепления. Ладно, подожди, мы свяжемся с тобой. Окей, я ее оставлю. Да, она просто открывается. Я отнесу контейнер SCB-1 к шлюзу для инструментов. Принято. Я возьму молоток и дам вам показания гравиметра. Нет, пока не надо, пока ты не закончишь. Тогда я пойду за флагом. Угадай, мы опять здесь. Система охлаждения Buddy SLSS находится на ровере. Окей. Сумка для переноски оборудования и ETB. Окей, камера с пленкой для командира CDR, с которой мне пришлось немного повозиться, чтобы заставить ее работать. Но теперь она работает. Принято. Джин, если я вытащу твою камеру из-под сиденья, то думаю, ты можешь врубать гравиметр. Окей. Вытаскивай камеру, а я дам им показания гравиметра. Это все, что тебе нужно? А то я схожу за флагом. Ладно, хорошо, пусть так. Да, когда туда пойдешь, принеси мне заодно щипцы. Нам также на всякий случай понадобится. Окей. Ножницы. Окей.
Позволь мне отключить ровер и нажать на кнопку гравиметра. Окей, Боб. Нажал на гравиметр, и индикатор начал мигать. Окей, мы приняли. Шмидт поет. О, не хорони меня в одинокой прерии, где воют койоты и дует свободный ветер. Окей, на чем я остановился? Джин подключил гравиметр и достает флаг. Я вытащил его камеру. Я иду за ножницами. Ладно, бери ножницы, а я установлю флаг. И не подходи близко к роверу. Не подходи к воде. Это напоминает мне о книге Уильяма Бринкли. Вот, понимаешь. Я не могу подойти к роверу? Позвольте мне сказать вам твердое нет. А не могу ли я быть возле ровера? Почему бы вам не положить их? Как насчет того, чтобы ты позволил мне положить их тебе в карман вместе с твоим молотком? О нет, оставьте их у крепления лунного модуля. Мы их потом заберем. Окей, я скажу тебе, что я собираюсь сделать. Просто положите их вовнутрь. Положите их. Я собираюсь повесить их здесь на крючок на лестнице. Окей, хорошо. Прямо сюда. Окей, Джек. Как насчет флага прямо здесь, вот на той небольшой насыпи? Какой насыпи? Ну, погляди туда. Как насчет прямо там, на той маленькой вершине? Это туда, куда я сейчас иду? Ага. Конечно, твое представление о вершине может немного отличаться от моего. Я имел в виду вершину Северного массива. Это, наверное, лучшее место в мире для флага прямо наверху. Окей, позволь мне подойти и помочь тебе. Ну, прям не знаю, Дум Дади. Как насчет прямо здесь? Сколько реголита мы выкопаем за минуту? Эй, ты же на краю кратера. Здесь это несложно. Что же, все в порядке. Иди сюда, возле следов от шин. Ага, вот здесь хорошая высокая точка. Хорошо. Прямо там. Что же, это было не так уж плохо. Окей, позволь мне сделать по нему несколько ударов. О, не вытаскивается. Окей. Но следи за пальцами. Теперь это было не так уж плохо. Хочу убедиться, что он встанет. Он вбит нормально. Прям не знаю, на какую глубину мы можем забуриться. Вау, я думаю, что мы попали во что-то твердое. Нет, можно было вбивать и дальше. Да, но ты когда-нибудь видел, чтобы он так вибрировал? Нет, я никогда раньше не поднимал флаг на Луне. Да что ты, потяни за этот конец. Тебе придется наклониться до моего уровня. Вы, высокие парни, все одинаковые. Подожди, я еще не закончил. Окей. Как насчет того, чтобы его растянуть? Сейчас я просто не могу двигаться так быстро, как хотелось бы. Не хочу сильно прикасаться к нему. У меня такие грязные руки. Ну как? Ну, он все время хочет свернуться. Может быть, пусть это выглядит так, как будто он развивается по ветру? Да, сэр. Как насчет прямо сюда? Возьми пару градусов сюда, а мы возьмем пару туда. Как тебе это? О, позволь мне перейти на другую сторону. Нам надо сделать так, чтобы ровер был на заднем плане. И да, и лунный модуль. Он развивается, когда я поворачиваю. Паркер шутит. Ребята, у нас уже есть хорошая фотка с вами в диспетчерской. Позволь мне сказать тебе, Боб, вот этот флаг и есть красивая картинка. Ты видишь это? Окей, он немножко перегораживает ровер. Но я думаю, что это будет довольно хороший кадр. Ну как? Дай мне настроить фокус. Я пока не знаю как. А вот, подожди минутку. Хорошо, я тебя снимаю, как ты устанавливаешь флаг. Ну как? Очень хорошо получилось. Окей, Джин, дай мне еще сделать стерео.
Хьюстон. Это прекрасно. Этим моментом моей жизни я буду всегда гордиться. Я вам это гарантирую. Джек, почему бы тебе не взять ближний план, и мы потом поменяемся местами? Хьюстон, я не знаю, сколько из вас осведомлены об этом, но этот флаг развивался в Центре управления миссиями МОУСР во время миссии Аполлон-11. И мы с гордостью его разворачиваем на Луне, чтобы он мог простоять здесь как можно дольше, в честь всех тех людей, которые так усердно работали, чтобы мы смогли оказаться здесь. И чтобы каждая следующая команда смогла попасть сюда. И чтобы наша страна, Соединенные Штаты, да и все человечество стали лучше, чем они были до этого. Прием. 17-й, позвольте выразить огромную благодарность от имени Центра управления миссиями МОУСР. Джек, встань прямо там, где ты был, а я отодвинусь вправо. Прямо вот сюда. В самый раз. Я возьму пониже. Оставайся там. Я увеличу. Я собираюсь перейти на другую сторону. Ну, я хочу заснять отсюда. Что там такое? Я хочу заснять тебя вместе с землей. Окей, дай мне переместиться. Обойди с той стороны. Я не думаю, что получится. Ты стоишь слишком близко, чтобы сфокусировать оба объекта. Возможно, вот так будет лучше. Попробуем еще раз. А потом мы закончим фотосессию и приступим к работе. Направьте его немного выше. Да, да мне сделать еще один снимок. Окей. Я прям не знаю, Джин. Окей. Позволь мне подойти поближе. Окей. Это, возможно, попало. Окей, очень хорошо. Окей, отлично. Давай начнем работать. Как ты думаешь, твой гравиметр отработал, чтобы я мог подойти к роверу? Прием 17. Гравиметр отработал. И еще пара слов. Во-первых, я полагаю, вы нашли ножницы, верно? Да, сэр. Окей, второе. Нашли свои, Рону не понадобились. Прием. И второе. Мы хотим, чтобы контейнер был закрыт. Либо попытаться его как-то защелкнуть. Хотя я не уверен, что это легко сделать. Либо что-то положить сверху, чтобы он оставался закрытым. Окей, Боб, я найду что-нибудь. Окей, принято. Может подойти один из кронштейнов с креплений меса, или камень, который находится поблизости. Это еще один вариант. Окей, Джинни, что ты собираешься сейчас делать? Я собираюсь достать палету для экспериментов. Да, палету для электроразведки. Окей, почему бы мне не проделать проверку лунного модуля? И мне нужна моя личная камера, не так ли? Мне нужно. Ага, прием. Утвердительно. Укрыть контейнер. А чем? Что же, я найду что-нибудь.
Я возьму старую камеру CDR. Неплохая камера, чтобы взять с собой. Джек, я возьму старый мешок и накрою минах, так он будет держаться. Полагаю, ты говоришь о большой сумке, Джин. Да, большая сумка, которая была на крюке лестницы. Это все, что нужно. Нужно совсем немного. В нем достаточно упругости. Окей, Хьюстон. Я думаю, что нам следует высказать хорошее мнение о лунном модуле. Мы никогда не летали на более лучшем лунном модуле. Думаю, можно сказать с достаточной уверенностью. Стойки квадропода выглядят прекрасно. Рулевые двигатели направлены прямо на вас. Параболическая антенна в хорошем состоянии. Она припаркована в положении параллельно оси Z на запад. Почти идеально. Что-то не видно, но я нахожусь в положении 3 часа к северу. Без видимых загрязнений. Есть небольшое пятно на защитных щитках ниже двигателей. Купол двигателя не коснулся грунта. Он примерно в 15 сантиметрах от поверхности. Что скажете насчет мягкой посадки? Я могу оценить идеально или третий гак на авианосцах Джек? Эй, мы никогда не слышали, чтобы у нас были такие параметры посадки. Ну, мы побеспокоимся об этом позже. Мне все равно теперь, когда мы здесь. О, но они всегда задавали их нам на симуляторе. Эй, Боб, судя по тому, что я вижу на своих часах, мы отстаем не более чем на 5 минут. Это более-менее соответствует нашему плану. Как вы слышали, Джимми сделал небольшое движение вперед. Это отразилось на передней опоре стойки. Кажется, что он немного задел грунт задней опорой. Амортизатор опорной стойки сработал, она погрузилась в грунт. Я не вижу ее, ей-богу. Джинни, возможно, ты первый на Луне, кто подбил цель. Подбил что? Задним шасси. Ну, мы можем измерить это и узнать. Я сделаю снимок и сэкономлю время для отчета. Может, поршень амортизатора сдвинулся. Нижняя оранжевая майларовая пленка немного смята. Прием. Здесь у нас ходят сплетни о том, как обычно садятся военно-морские летчики, но я не уверен, верить им или нет. Кажется, он зацепился хвостовым крюком. Эй, Боб, это лучший способ тормознуть. Сразу за лунным модулем, в этом довольно свежем кратере, я подобрал образец Габра, о котором говорил. И я засунул его в большую сумку. Вот только большая сумка исчезла. Окей, я могу дать вам показания гравиметра, Боб, если ты готов. Готов. Джинни, ты положил большую сумку сверху. 670 003 101. Повторяю, 670 003 101. Окей, мы приняли. Джек, я положил сумку на контейнер SRC, чтобы он не открывался. Все в порядке, но я в него просто положил найденный образец. Он находится на дне сумки. Он по размеру примерно 8 на 5 на 3 сантиметра плитчатый. Окей, мы приняли. Он находится в большой сумке. Да, сэр. Окей, Боб. Измерение гравитации. Принято. И индикатор мигает. Принято. Мне нужно сказать вам, Боб, что я, конечно, не все сделал, что можно было совершить на службе в военно-морском флоте,
Однако разворачивание нашего флага на Луне — это, безусловно, то, чем я буду гордиться всю свою жизнь. И если бы вы могли увидеть это с того места, где мы сейчас находимся, то уверен, что вы бы почувствовали то же самое. Прием, Джинни. Ого! Боже, Земля отсюда просто прекрасна. Боже, как она хороша над Южным массивом. Красота. Надеюсь, этого никто не увидел. Красота. Ага, они все-таки наблюдали за мной, эти соглядатые. Окей. Надеюсь, ты ничего не натворил с гравиметром. Нет, он уже на площадке. Окей. Окей, Джек, ты можешь передать показания счетчика кадров, когда включишь его. Слишком поздно, Боб. Окей, я сообщу тебе попозже. Мы сделаем это позже. Нет спешки. Окей, теперь. Мне бы теперь понять, как палету разложить. Боб, вы должны нам повторить инструкции по счетчику кадров. Мы можем что-то упустить. Упс. Боб, палета для электроразведки СЭП в моих руках. Прием. Окей, я передам температуру палеты СЭП. Сейчас посмотрим, подойдет ли она в рамке. Держу пари, что подходит. Ну давай, защелкивайся, детка. Окей, она включилась. Принято. Она закрыта. Прием. Окей, Боб, принимай показания температуры. 4 градуса Цельсия. Повтори еще раз. 4.4. Принято. По инструкции закройте пылевую крышку палеты. Окей, номер 1. Что-то еще. Я так и не понял, что это было. Окей, Боб. Детектор тень для космических лучей направлен в открытый космос. Принято. Прием. Речь о космических лучах. Окей, Боб. Антенна для электроразведки развернута, но пока не подключена. Ну-ну, ну давай же. Не зацикливайтесь на чем-то. Так лучше. Да, так лучше. Окей, Боб, я думаю, что я почти развернул детектор солнца для солнечных лучей. Она, насколько возможно, перпендикулярна Солнцу. Окей, принято. Очень хорошо. Окей, я без камеры, и у меня пока нет фотографий детектора. Но вы можете записать это как пункт, который сделаем позже. Да, мы заснимем это на панораме при следующем выходе на поверхность или что-то в этом роде. Тоже, если эта антенна для электрогеофизики не получит никаких сигналов из космоса, то я не знаю, что еще может случиться. Если они там, и я уверен, что они там есть, то они обязательно ее обнаружат. Здесь она из космоса выглядит еще более необычно, чем в высокой башне на мысе Канаверал. Эй, Боб, прежде чем я покину полигон научных инструментов АЛСЭП, напомни мне проверить детектор космических лучей. Я мог случайно его задеть здесь в процессе развертывания. Окей, но постарайся этого не делать. Я лишь немного к ней приблизился. Окей. Хорошо, не буду. Окей. Шлюз отсека с научным оборудованием открыт. Красиво. Я не знаю, какой у тебя талант приземляться в ямы, Сернан, но я опять буду делать всю работу с научными инструментами АЛСЭП из дыры. Окей, ты хочешь сказать, что нам нужно достать шкивы, Джек? Да, мне нужны шкивы. Знаешь, Боб, у меня тут небольшая проблема.
У меня подключен разъем электрогеофизики СЭП, но он может соскользнуть. Запирающая крышка просто не защелкивается. Прием, Джинни. Поняли, но разъем достаточно глубокий. Ты уверен, что до конца его вставил? Да, я уверен, что он нормально вставлен. Он просто так и не заблокировался. Я его заталкиваю. Хорошо, я его заблокировал. Окей, принято. Я понял, теперь все довольны. Я рад, что мы нашли правильное решение, Джинни. Правильным решением является тот факт, что у вас здесь есть мужик, который все сделает. Окей. Эй, Боб, переключатель монитора температуры радиобатареи, ECA включен. Принято. Certain working with the surface electrical properties receiver on the rover. Есть простой способ и сложный способ все проделать. Не знаю, почему мы выбираем не самый легкий путь. Окей. Радиоизотопный тепловой генератор на поверхности. Принято. Центральная станция. Эй, Боб, из-за небольшого наклона, который сделал Джинни, эти вещи свободно вытаскиваются. Лучше поблагодари его в следующий раз, когда увидишь. Окей. Эй, Джек, ты заметил, что там никого нет? Кто придерживал бы эти шланги при нашем обходе лунного модуля? Как это? Я только что видел 1 минуту назад. Окей, Боб. Грузим сейсмические заряды. 4, 5, 6 и 7. Утвердительно. Окей. Заряды 4, 5, 6 и 7. Забрали. Прием. Окей. That was a reference to the help they have during simulations. Просто выкроил время, чтобы закусить палочку еды и выпить немного воды через соломинку. Ну давай же. Окей. Как работает телевизор? Прекрасно. Выражаясь словами Чарли Дьюка, это красивая панорамная сцена. Давай, Боб. Скажи, Боб, что ты думаешь о местности? Выглядит плоской. Выглядит очень ровной и гладкой. Вот почему ты астроном. Потому что мы сели в гористый материк, а ты говоришь про плоскотину. Окей, я могу передать вам показания радиоизотопного генератора TGE, если вы готовы. Прием. Готов. Только не запылите его. Надеюсь, что смогу прочесть. Боб, тебе придется потерпеть. Когда я наклонился, чтобы нажать кнопку чтения, я вместо этого нажал кнопку гравитация, так что мне придется подождать. Окей, мы снова запустим таймер. Окей. Я должен был быть более внимательным. Окей, ориентирую полет к солнцу. Боб, если ты видишь это, то оно направлено прямо на солнце, так что должно быть все хорошо. Окей, принято. Контейнер SRC должен быть закрыт полностью? Нет, не обязательно закрывать его полностью. Достаточно, чтобы он был закрыт большей частью. Может быть, щель сверху. Главное, чтобы солнечный свет не проникал внутрь. Хорошо, что так. Честно говоря, эта штука с креплениями внезапно опустилась.
Как дела, Джек? Отлично. Ты уже запитался от радиоизотопного генератора? О нет, окей. Однако уже скоро. Дай мне знать, если у вас возникнут проблемы с этим. Окей, давай мешок для хранения керна. Ты все, что у меня есть. Черт, вот так. Да-да, Диди.